Всем привет! Несколько дней назад мы получили новые модели пистолетов дополненной реальности и один автомат. В этом видео мы вкратце расскажем о каждой модели и проведем небольшое сравнение. Поехали! Начнем с модели Airgun Black Edition или J1, на которую мы уже делали большой обзор. Очень коротко расскажу про нее. В коробке находится пистолет и инструкции на английском языке. Пистолет оборудован фиксатором для телефона, который складывается. Это очень удобно при перевозке пистолета. Пистолет работает от двух батареек 2А. Также на пистолете есть световой индикатор подключения по Bluetooth. Airgun изготовлен из качественного пластика. Очень удобно держать его в руке. Стильная коробка сделана очень качественно и очень похожа на коробку от iPhone. В момент записи этого видео приложение насчитывало 16 игр, 5 из которых дополненной реальности. Эта модель уникальна, так как оборудована джойстиком. Благодаря этому увеличивается количество доступных игр. Вы не сможете играть в игру «Танки» или «Агент G», даже если пистолет работает с этим же приложением, но не оснащен джойстиком. Эти игры даже не будут отображены в меню. Язык приложения английский, планируется поддержка русского и других языков. Следующая модель AR Game Gun G2. Этот мини-автомат поставляется вот в такой красочной коробке. Все надписи на коробке на английском языке. У этой модели фиксатор для телефона не снимается и не складывается. Автомат очень удобно держать двумя руками. На фиксаторе находится наклейка с QR-кодом, по которому можно скачать приложение. Джойстиком эта модель не оборудована. Здесь находятся две батарейки 2А. Автомат имеет световой индикатор подключения. Приложение включает в себя 17 игр, 10 из них дополненной реальности. Приложение переведено на английский язык. Да, кстати, вы не найдете это приложение в Google Play. Для того, чтобы скачать приложение, отсканируйте QR-код, после этого вы перейдете на сайт и по ссылке скачаете приложение. Идем дальше. Перед вами модель AR Game Gun G6. Это коробка, в которой поставляется данная модель. Как видите, коробка сделана качественно, все надписи на английском языке. Пистолет хорошо сидит в руке, фиксатор откручивается. Пистолет работает от двух батареек 2А. G6 работает с тем же приложением, что и первая модель с джойстиком, но две игры, о которых я уже упоминал, «Танки» и «Агент G», в которых используется джойстик, недоступны для этого пистолета и в меню не отображены. Повторю, что приложение переведено на английский язык и планируется поддержка русского языка и других языков. В меню уже есть иконки, но при нажатии выдается сообщение, что эта функция появится в следующих обновлениях. Переходим к модели AR Game Gun G11. Этот пистолет пришел к нам вот в такой упаковке. Фиксатор снимается так же, как и у предыдущих моделей, отвинчивается. Работает от двух батареек 2А. Да, кстати, у всех других пистолетов также легко в фиксатор входит iPhone 6 Plus. Этот пистолет удобно держать как одной рукой, так и двумя. Пистолет оснащен кнопкой включения и выключения. G11 изготовлен из хорошего пластика. В целом исполнение пистолета неплохое.
Здесь находится отсек для батареек. На коробке есть надписи о том, что пистолет оснащен световыми и звуковыми эффектами. Но, к сожалению, наш экземпляр не обладал заявленными характеристиками. Коробка довольно красочная и симпатичная. Все надписи на английском языке. Большим недостатком данного пистолета является приложение. Приложение состоит из 8 игр, 5 из которых до полной реальности. Из недостатков приложение на китайском языке. Также в одной из игр мне было непонятно, что делать. Персонаж с оружием стоит в комнате и все. Как идти непонятно, что делать дальше неизвестно. Если вдруг кто-то видел эту игру и знает, что делать дальше, пишите в комментариях. А игра, которая сейчас на ваших экранах, наоборот, очень порадовала. Следующая модель AR Game Gun G20. На первый взгляд пистолет неинтересный и неприглядный. Ничего нового, есть индикатор включения Bluetooth. Фиксатор откручивается. На фиксаторе два QR-кода. Один для того, чтобы скачать правильное приложение, а второй для того, чтобы зарегистрировать пистолет в приложении. Когда вы первый раз зайдете в приложение, появится окно со сканером. Вам нужно поднести QR-код, который находится с внутренней стороны фиксатора. Приложение распознает его, и вы сможете играть. И советую не терять его, потому что, видимо, его придется регистрировать на всех новых устройствах. Несмотря на то, что пистолет достаточно маленький, он отлично сидит в руке, удобный. А теперь переходим к главному достоинству – это приложение. Приложение называется Super AR и насчитывает 20 игр, из которых 8 дополненной реальности. Если вы не знаете, что такое игра дополненной реальности, советую посмотреть наше видео, ссылку на которое я вам дам в конце этого видео. Интерфейс приложения переведен на русский язык. В этом приложении можно найти игры на любой вкус. Здесь можно пострелять из пушки по танкам, поохотиться на диких животных и динозавров, подбить вражеские самолеты, спасти Землю от нашествия зомби и многое другое. Пистолет работает от двух батареек 3А. Забегая немного вперед, скажу, что следующая модель нашего обзора тоже работает с этим приложением. Завершаем наш обзор автоматом AR Game Gun G23. Как я уже говорил, этот автомат работает с приложением Super AR. Напомним, что приложение содержит 20 игр, 8 дополненной реальности. Фиксатор съемный, автомат работает от двух батареек 2А. Автомат очень удобно держать двумя руками. Большой минус то, что блок с батарейками ни к чему не крепится и болтается в прикладе. Так автомат сделан нормально и больше никаких замечаний к нему нет. Автомат оборудован кнопкой включения. В заключение вы видите на своих экранах таблицу, в которой представлены все модели и их основные различия. Вкратце пробежимся по ним. Из приложений я бы выделил 3. Приложение для самой первой модели с джойстиком, приложение для мини-автомата AR Game Gun G2 и приложение Super AR, которое переведено на русский язык. Количество игр у всех моделей практически одинаковое, кроме модели G11, которая на китайском. Игры дополненной реальности присутствуют у всех моделей. Из преимуществ у первой модели фиксатор для телефона складывается, и это очень удобно для транспортировки пистолета и снижает вероятность того, что фиксатор может сломаться. У всех остальных моделей фиксатор придется снимать, что неудобно, а у мини-автомата G2 фиксатор не снимается вовсе. Еще одним плюсом первой модели является наличие джойстика. Напомню, что наличие джойстика увеличивает количество доступных игр, и в некоторых играх он может выполнять различные функции, например, переключать вид оружия. Я думаю, что приложение будет развиваться и джойстик будет задействовать все чаще и чаще. Питание у всех моделей практически одинаковое, либо батарейки 2А, либо батарейки 3А.
Дополнительно можно отметить наличие светового индикатора подключения по Bluetooth. У первой модели этот индикатор хорошо виден, у остальных чуть менее заметен. Также у двух моделей есть кнопки включения. Остальные модели должны выключаться при выходе из игры, по крайней мере, так говорит производитель. На этом мы заканчиваем наш обзор. Если вы хотите более подробный обзор какой-либо модели, напишите нам об этом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и задавайте вопросы. Спасибо за просмотр. Всем пока!